Из обычной капусты можно приготовить много вкусных и интересных блюд. Сейчас покажу вам несколько таких. Я буду использовать молодую капусту, но также подойдет и не очень молодая. Для первого рецепта я возьму половинку и нарежу кубиками. А если точнее, нам понадобится примерно 200 грамм. Я сначала нарезаю ее вдоль, а потом поперек, и получаются вот такие небольшие кусочки. А чтобы было еще мельче, можно слегка нарубить ножом. Сразу отправляю в миску, в которой будем собирать салатик. Возьмем пару огурцов и отрезаем им попки, а затем нарезаем их тоже кубиками, чтобы кусочки были примерно такого же размера, как и капуста. А если вам интересна тема здорового питания, вы хотите узнать еще больше интересных и вкусных рецептов, не забудьте подписаться на мой канал. К капусте и огурцам добавляю немного соли, примерно пол чайной ложки, и переминаю руками, чтобы они выделили сок. Тем временем приготовим заправку. Возьмем половинку крупного авокадо. Конечно же, авокадо должен быть спелый. Чтобы определить, достаточно ли он спелый, на ощупь он должен быть слегка мягким. Потому что авокадо, у которого твердая мякоть, это недоспевший авокадо, и, конечно же, на вкус он не такой приятный. А если вы купили еще недостаточно спелый авокадо, просто положите его в темный ящик на несколько дней. Он доспеет и будет готов к употреблению. В чашу измельчителя к половинке авокадо я добавляю кинзу, пару зубчиков чеснока, также орешки кешью 15 грамм и 1 столовую ложку оливкового масла. Добавляю немного лимонного сока, примерно 1 столовую ложку, и соль по вкусу. Перебиваю все до однородности. Можно добавить немного воды, если у вас масса получилась слишком густой. Ну а теперь добавляем к ее к овощам и перемешиваем. Но в самом конце я добавила немного тертого пармезана. Это очень полезный и вкусный салат, он содержит в себе большое количество клетчатки и витаминов. А вы не забывайте о том, что клетчатка важна не менее, чем белок при похудении и здоровом питании. А этот салатик отлично подойдет к любым мясным и рыбным блюдам. Ну а мы переходим к следующему рецепту. Возьмем капусту, разрежем ее пополам. Далее нам необходимо каждую половинку нарезать на кусочки толщиной примерно 2 сантиметра. Далее противень застилаем пергаментом. Выкладываем их в ряд. Приготовим ароматное масло. Я беру 3 столовые ложки оливкового масла, из специй добавляю сушеный чеснок, копченую паприку, прованские травы и соль. Все по 1 чайной ложке. Перемешиваю и смазываю кисточкой каждый кусочек. Возьму немного воды, добавлю к ней 1 чайную ложку соли, перемешаю и ставлю противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Воду с солью заливаю на дно противня. Выпекаю около 30 минут. А тем временем я покажу вам, как приготовить хумус, хотя, конечно, это лучше сделать заранее. 1 стакан нута я замачиваю водой и оставляю на ночь. Он за это время хорошенько набухнет. И после этого промываю его, процеживаю от воды, заливаю чистой водой и варю до готовности в подсоленной воде около часа. Он должен быть мягким. Затем остывший нут я отправляю в чашу комбайна, добавляю 50 грамм кунжутной пасты, 2 столовые ложки лимонного сока, специи, у меня это 1 чайная ложка тмина и сушеного чеснока. Также добавляю 1 чайную ложку соли и для цвета добавляю 1 чайную ложку куркумы, но это не обязательно. Добавлю сюда 100 мл воды, в которой у меня варился нут, и перебиваю до однородности. На этом хумус готов. И казалось бы, вообще к чему здесь он? А к тому, что запеченные стейки из капусты отлично сочетаются с хумусом. Можно даже сказать, что это блюдо просто создано для того, чтобы есть его вместе с хумусом. А подаю я их вот так. Посыпаю сушеными томатами, зеленью и кусочек капустного стейка посыпаю тертым пармезаном. С хумусом это просто невероятно вкусно. Хотя само по себе стейк из капусты это также вкусно и полезно. Но такой вариант это просто идеальный вариант для легкого и полезного ужина при похудении или правильном питании.
Для следующего рецепта нам снова понадобится капуста. В этот раз у нее необходимо вырезать кочерышку. Капусту для этого лучше взять покрупнее, либо среднего размера. Кладу ее в кастрюльку и заливаю ее водой практически полностью. Добавляю также 1 столовую ложку соли. Довожу до кипения, и как только вода будет уже хорошо разогрета, можно будет постепенно начинать снимать листы с нашей капусты. В процессе варения они становятся мягче и легко отделяются. Это все можно сделать буквально за 5 минут. У каждого кусочка я вырезаю серединку, так как там более плотная часть. Сами листы должны стать мягкими и гибкими. Также нам понадобится мясной фарш, у меня из телятины, к нему добавляем побольше лука, так как нам нужно, чтобы фарш получился сочным. Ну а далее добавляем немного соли, перца и перемешиваем. Небольшое количество фарша выкладываем на половинку капустного листа. Затем складываем пополам, и вот такие у нас получаются конвертики. Если капустный лист немного порвался, то ничего страшного. Если вы хотите похудеть и при этом не тратить свое время на подсчет калорий и поиск простых и вкусных рецептов, вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. Это мои авторские меню с пошаговыми инструкциями к приготовлению и списками продуктов на неделю. Есть разные варианты по калорийности и сезонности, поэтому переходите по ссылке в описании и выбирайте тот вариант, который подойдет именно вам. Далее возьмем яйцо, его будем использовать для кляра. Добавим немного соли и перемешаем вилочкой. Также я беру муку из твердых сортов пшеницы. Также вкусно получается, если использовать кукурузную муку. Обваливаем сначала в яйце, а затем в муке. После чего будем отправлять на разогретую сковородку. Я буду жарить на топленом масле. Готовлю под закрытой крышкой сначала с одной стороны, затем переворачиваю, еще 5 минут готовлю с обратной стороны, уже не закрывая крышку. Получается просто невероятно сочное и вкусное блюдо. Поэтому советую всем обязательно попробовать этот необычный рецепт. Ну а для следующего рецепта заранее возьмите полстакана нута и залейте его водой. Замочите его на ночь, либо же на 6 часов. Но на самом деле, если вам некогда это делать, вы можете взять просто баночку консервированного вареного нута. Они часто продаются в супермаркетах. После того, как нут набух, я процеживаю его и промываю еще раз водой, потом заливаю чистой водой и ставлю вариться. Для этого рецепта можно варить его около получаса, но не забывайте подсолить воду. Далее лишнюю воду удаляем и выкладываю его в форму для выпекания. Добавляю специи, у меня это сушеный чеснок и копченая паприка. Для цвета в этот раз я также добавляю куркуму и в конце добавляю немножко оливкового масла. А теперь хорошо перемешаем, чтобы специи и масло распределились равномерно. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. В процессе буду перемешивать и смотреть по состоянию. Если он уже получается слишком хрустящим, значит пора доставать. А тем временем возьмем половинку капусты и мелко ее нашинкуем. Этот салат я буду готовить сразу на несколько порций, около 3, наверное, получается, поэтому беру сразу 4 огурца и отрезаю им попки, а далее нарезаю их соломкой. Добавляю огурец к капусте, также понадобится половинка красного лука, его также тонко нарезаем. Добавляем лук к остальным овощам и теперь приготовим заправку. 3 столовые ложки оливкового масла, 2 чайные ложки бальзамического уксуса, сюда же 2 чайные ложки горчицы, пол чайной ложки соли и хорошенько перемешиваем вместе.
Нут у меня уже запекся и стал хрустящим. Самое время добавить его в салат. Остается только добавить заправку, и на этом этот вкуснейший салат готов. Но я надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. И если это так, буду ждать ваши лайки и комментарии внизу под этим роликом. Не забудьте также подписаться на мой канал. Ну а с вами была Оля. Увидимся в следующих роликах.